Всем здравствуйте! Так, смотрим очередной расклад, который предложила Марина, у которой есть канал, который называется «Кто я, Таро». Вот, расклад. Почему не получается это сделать? Почему не получается это сделать? Загадывайте какую-то ситуацию, и мы посмотрим, почему у вас не получается, в чем причина. Так, почему не получается это сделать? Потому что либо предварительно нужно что-то разрушить здесь, да, либо то, что вы хотите, это разрушающее для вас. Ну-ка, давайте уточнять. Скорее всего, здесь нужно разрушить. Нужно разрушить здесь какие-то эмоции, переживания, тревогу. Да. Для того, чтобы чувствовать себя на коне, чувствовать себя целостной и самодостаточной. То есть то, что вы здесь заказали, то, что вы тут заказали, здесь нужно, почему не получается, нужно убрать какие-то старые свои шаблоны, какое-то старое свое видение, да, то есть здесь есть много иллюзорного в вашей голове, то есть здесь какое-то восприятие ваше, которое уже отжило, и оно уже ни к чему не приводит. И здесь вот надо убрать, вот помимо эмоций, если что-то, да, какая-то ваша неуверенность, какое-то сомнение. Угу. Здесь есть какие-то вещи, которые уже давно изжили себя, вы их уже переросли, от них нужно избавляться, потому что они вам не помогают на вашем пути, они становятся для вас преградой, да, преградой для того, чтобы вот прийти к десятке пентаклей. Что это такое, вот помимо неуверенности? Ну, это какой-то старый ваш опыт, да, который, да, какой-то... Знаете, что-то, что вы в прошлом выбирали, вам с этим было, ну, как-то понятно, известно, комфортно, и вы как будто бы, то есть здесь, знаете, как декорация изменилась, да, а вы все равно продолжаете выбирать, не знаю, принимать какие-то решения, исходя из своего привычного старого мышления. Здесь должно полностью произойти обновление, вот это вот апгрейд во всем. Здесь по-другому нужно уже принимать решения. Как нужно? Ну, во-первых, не нужно разочаровываться. Здесь нужно, видите, королева кубков нам здесь на это и указывала, да, что здесь необходимо какое-то новое, спокойное отношение к жизни. Здесь нужно менять отношение к жизни, да, перестать вот это вот сомневаться, получится, не получится. Сделаете, поймете. Да, если сделали и не получилось, вот вам ответ, значит, не получится. То есть не надо много думать. Здесь нужно действовать. И в процессе будете корректировать, что как. Даже если вы не получите желаемого вами результата, у вас будет опыт, как делать не надо. Я понимаю, что мы все хотим как-то сэкономить время, но мы очень много времени тратим на то, чтобы подумать. И, как правило, мы никогда не сможем 100% предугадать, как будет развиваться ситуация. Поэтому проще и быстрее сделать, да, чем вот раздумывать, просчитывать. И ну, здесь какая-то такая модель была. Плюс ко всему эмоции здесь перекрывает вашу логику. Да? То есть вы опираетесь все время на какой-то старый опыт, где разочаровываетесь, где вам больно, где вот вам неприятно, вас обидели, вас ранили. Не надо об этом думать. Да? То есть каждый новый день, каждая новая ситуация – это абсолютно новое. Если вы будете думать в таком контексте, да, то вы будете искать новые способы. Если это новая ситуация, конечно же, к ней надо подходить по-новому. А когда мы к новой ситуации подходим со старыми своими подходами, мы будем получать старый результат. То есть даже если, как сказать, заходите в магазин, покупаете новый какой-то лук, да, вы не сможете им насладиться, если ваше отношение к этому новому луку не изменилось. Да? Вы даже просто купите эту одежду, оставите у себя дома на полке, либо в шифоньере висеть, а одевать не будете. Почему? Потому что вы не можете, вы не будете чувствовать себя комфортно в этой одежде. Вы не можете, боже мой, на ипустеризу, сейчас попробую перевести, как-то вот поддерживать, да, вот это вот ваш новый образ. То есть ему нужно соответствовать. Здесь постоянно надо менять свое мышление.
Мгм. Только так вы сможете двигаться очень активно вперед. Да, и у вас будет абсолютно другая жизнь, если вы будете подходить. Здесь важно понять одну вещь, что если мы говорим новое, значит и действие по отношению к этому новому, оно не должно быть таким, каким вы были, ну, каким вы делали это вчера, позавчера. Да? То есть и подход должен быть новый. Новое дело, новый день, проживать его нужно по-новому. Не надо дублировать, не надо воспроизводить то, что уже было, понимаете? И иначе вы не сможете продвигаться, вы будете буксовать на одном месте. Еще почему не получается сделать то, что вы хотите? Ну, потому что вы не можете как-то выровнять свои энергии. Здесь эмоции перекашивают очень сильно. Потому что вы не чувствуете себя на коне. Видите, здесь выпадает дьявол, да, ваша зависимость от эмоций. Вот вы действительно реально зависимы от своих переживаний, как вы почувствуете, что вы почувствуете, насколько вам будет комфортно или нет. Возможно, здесь есть какие-то сомнения, вдруг меня обидят, вдруг меня ранят, вдруг я разочаруюсь. Вот это вот очень много всякого вдруг. Здесь необходимо больше риска, здесь необходимо больше, знаете, как-то храбрости какой-то, вот набраться силы духа и просто делать, не думать. Вот здесь какая-то такая ситуация, когда вот ваше думание, оно идет вам во вред, потому что ваши мысли, они здесь порождают какие-то ваши эмоции, а когда вы начинаете эмоционировать, вы прекращаете действовать, то есть у вас руки опускаются, понимаете? Поэтому здесь и говорится, не надо вам думать, вы сначала делаете, а потом вы будете там разочаровываться, анализировать, это будет потом. Сначала сделай, а потом ты посмотришь, что и как. Здесь вот как будто надо все время как-то вас находить врасплох, да, чтобы вот вы что-то не ожидали. Вот, не знаю, как-то волшебным каким-то пинком подталкивать вас вперед. Это, знаете, как это, я боюсь выйти на сцену, потом вас кто-то взял, подтолкнул, вы уже вывалились на эту сцену, и уже что делать? Да, все на вас смотрят, значит, надо уже что-то говорить, надо уже что-то действовать. И вы начинаете это делать. Вот пока вот вас не вытолкнут, вы сами не делаете. Поэтому больше действуйте, меньше думайте здесь. Как-то так.